После того, как я рассказал вам о том, что Россия и Зимбабве подписали договор о сотрудничестве в космосе, этот пост вызвал у вас массу эмоций и комментариев. Давайте посмотрим на историю развития космонавтики в Замбии. Всем привет! С вами Финимор. Скорее всего, вы удивились бы, узнав о том, что больше 50 лет назад простой учитель из Замбии заявил о начале своей космической программы. С добровольцами в отряд космонавтов не возникло никаких проблем. Их назвали афронавтами и решили отправить на Луну вместе с кошками во время проведения торжеств на стадионе в День независимости. Жаль, конечно, но ни марсианская экспедиция, ни лунная так и не стартовали с замбийских космодромов. Но сейчас, видимо, Африка достигла очень больших высот, раз мировой лидер и пионер в освоении космоса Роскосмос подписал с Зимбабве свой договор. Давайте отмотаем немного времени назад и посмотрим, с чего началась космическая программа Замбии. Почему они, как бы ни старались, все-таки не полетели на Луну и Марс. Журналисты компании ITN приехали в Замбию осенью 1964 года, чтобы сделать репортаж о руководителе космической программы Замбии, который заявил, что собирается отправить людей на Луну и Марс. Снятое ими видео своего рода историческое доказательство, подтверждающее начало космической эры в Замбии. Журналисты компании ITN увидели подготовку афронавтов к полету на Луну в замбийском звездном городке. Подвели итог всему увиденному. Ведущий сказал: для многих замбийцев эти люди – компания психов. То, что мы увидели сегодня, заставляет меня с этим согласиться. Конечно, сложно это принять, но бочка, которую директор этого космодрома назвал ракетой, всем своим видом говорила, что никуда она и никогда не полетит, тем более на Луну или Марс, с экипажем афронавтов на борту. Но эта история намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. И нет никакого повода считать руководителя космической программы Замбии, замкосмоса, сумасшедшим человеком. Директор замкосмоса Эдвард Макука Нкалоса прожил настоящую и яркую жизнь. Он родился в 1919 году в Северной Родезии, которая была одной из многочисленных колоний Великобритании. Во время Второй мировой войны Эдвард пошел на службу в Северный Родезийский полк. Он воевал в Бирме, Ближнем Востоке, на Мадагаскаре и в Сомали, заслужив звание сержанта войсковой связи. После войны некоторое время он работал в правительстве переводчиком. После того, как он ушел из правительства, решил открыть школу, но ее колониальные власти быстро запретили. Он был очень разочарован, так как всегда мечтал о независимости своей страны. Поэтому он создает освободительное движение. Конечно же, не обошлось без репрессий, и он оказывается в тюрьме сроком на 1 год. Будущий первый президент Замбии Канетта Каунда возглавлял тогда Объединенную партию национальной независимости в начале 1960 года. Он берет на должность национального советника Эдварда Макука. Эдвард основал Национальную академию наук в 1960 году, стал заниматься философией и космическими исследованиями. Он нашел добровольцев с десяток парней и одну девушку по имени Мата Мвамба и стал их готовить к полетам в космос. Также он сам создал свою программу подготовки афронавтов. Заключалась она в следующем. Он раскачивал их на тарзанке и качелях, плавали в бочке по водоему, а также будущих афронавтов сажали в бочку и скатывали с горы. Эта пустая и старая бочка считалась настоящей ракетой. Ей даже дали свое название – в честь Кеннета Каунды Дикали-1. В планах космической программы был полет экипажа Маты Мвамбы и 2 ее кошек, а после успешного завершения этапа освоения Луны он планировал первую экспедицию на Марс, так как Нкалоса нашел там примитивные племена марсиан. Нкалоса был уверен, что его космическая программа и прорывные разработки в науке и технике давно обогнали США и СССР. Он как-то даже обвинил власти СССР и США в том, что они отправили в его космический центр Замкосмос своих шпионов для воровства высоких прорывных технологий. Вот только была одна небольшая проблема.
которую Эдвард все никак не мог решить. И проблема эта была ракетное топливо. Ученые замкосмоса трудились не покладая рук, и решение было найдено. Они изобрели буквально революционное сложнейшее оборудование, которое опередило на сотни лет свое время, и назвали ее Муква. С ее помощью все экспедиции на Луну и Марс можно было запускать, не имея совершенно никакого топлива. По сути своей, это была обычная катапульта. Главный конструктор сделал громкое заявление о том, что испытания Муквы прошли успешно, так как была достигнута рекордная высокая высота полета ракеты-бочки. Конечно же, прорыв в технологиях был явный. Пока, конечно, без членов экипажа на борту, так как рисковать жизнями астронавтов никто не хотел, а рекордная высота полета автоматической бочки была зафиксирована. Это полных 3 метра. Главным конструктором было принято решение заменить короткие веревки на более длинные. Это сложное техническое решение позволило сделать Мукву намного эффективнее. Нколоса понимал, что великие достижения космической программы Замбии не дают покоя другим космическим агентствам мира, так как ни у кого больше нет таких прорывных технологий, все давно отстали в развитии космонавтики на много лет от него. Поэтому он решает обратиться к США в НАСА с предложением объединить американские технологии и замбийские знания и опыт. Также он предложил НАСА совместный полет на Луну, но с одним условием. Поднятым первым на Луне должен быть флаг Замбии. Торжественное объявление независимости Замбии было назначено на 24 октября 1964 года. В программу торжеств Нколоса предлагал добавить отправку экспедиции прямо со стадиона на Марс. Но в программном комитете празднования он не нашел никакой поддержки. Ракету с разными новыми космическими изобретениями установили на видном месте на холме неподалеку, а Эдвард, одев свою парадную форму, с гордостью посетил этот праздник. Через месяц после этого журналисты ITN опять навестили Эдварда. Невозможно сказать точно, когда именно Нколоса оставил развитие своей космической программы. Известно только, что он отправлял запрос в ЮНЕСКО и просил выделить на его космическую программу 7 миллионов фунтов, но этот запрос так и остался без ответа. Родители забрали домой главную и единственную астронавтку Мата Мвамбу, так как она забеременела. Постепенно стали разъезжаться в поисках работы и мужчины из космического городка. Но Эдвард не отошел от дел и получил высшее юридическое образование в 1983 году. Он неудачно баллотировался в мэры Лусаки, возле которого находилось его космическое агентство Замкосмос. Президентом Куандой он был назначен руководителем Центра борьбы за независимость и освобождение Африки. Центр борцов за независимость Мозамбика, Намибии и Зимбабве находился, как ни странно, тоже в Лусаке. У Нколоса был немного подпорчен вектор развития на науку, так как он защищал местное знахарство, но основной причиной, скорее всего, стало его яркое противостояние в распространении христианства. Но и здесь, конечно же, не обошлось без вмешательства политики. 4 марта 1989 года Эдвард Макука Нколоса скончался. С президентскими почестями он был похоронен. Среди тех, кто нес гроб Нколоса, был и будущий президент Намибии, который в своей траурной речи оценил высокий вклад Эдварда в освобождение стран Африки от колониального гнета. Как видим, эта история намного сложнее, чем простой ярлык идиота. У меня есть свои версии того, почему Нколоса занимался космической программой Замбии, так как узнать, что на самом деле происходило в его голове, увы, невозможно. На фоне первых космических успехов большое количество людей заболело космосом. Но если, к примеру, Хомер Хэкем в далекой американской глубинке строил свои модели ракет и занимался настоящей наукой, правда на школьном уровне, в итоге он вырвался из глухого шахтерского поселка, получил образование и стал одним из ведущих инженеров НАСА. Но в Замбии возможность заниматься космонавтикой была только в мечтах. Аборигены на островах Меланезии наблюдали, как белые люди строят большие бетонные полосы, на которые садятся железные птицы. Эти птицы привозят неизвестные товары с неба. Чтобы заманить самолеты с дарами духов, они решили сделать свои взлетно-посадочные полосы.
Так и тут. У молодой Замбии должна быть тоже своя космическая программа, как и у всех мировых держав. Нколоса считал, если все увидят, что у Замбии есть своя космонавтика, к ним начнут относиться с уважением и дадут право быть свободными и независимыми. Возможно, кому-то это сложно понять, но представьте только, Замбия жила под колониальным гнетом и управлением, поэтому Эдвард пытался всячески доказать, что его государство ничем не хуже всех остальных, а раз у них есть своя космическая программа и развивается наука, они вполне заслуживают быть самостоятельными и свободными. Нколоса помнят доброй памятью, несмотря на всю несостоятельность его космической программы. Благодаря мечте о науке, катание с горы в бочках и ее запуски в воздух вспоминаются бывшими участниками космической программы Замкосмоса с улыбкой на лице. В истории Российской империи есть похожая на Эдварда личность. Это народоволец и революционер, участник покушения на Александра II, Николай Иванович Кибальчич. Находясь в тюрьме, за несколько дней до казни он рассказал о проекте летательного аппарата с ракетным двигателем. Этот концепт был само собой нереалистичным, но Кибальчич занимает по праву место в космическом и политическом пантеонах истории. За пределами Замбии Нколоса тоже помнят. Испанская журналистка и фотограф Кристина де Миддел в 2012 году написала книгу о нем. Вышел фильм в 2014 году «Нколоса» и интервью с его сыном. И наконец мы с вами сейчас вспоминаем Эдварда Макука Нколоса в 2021 году. Но как бы смешно и наивно не выглядела космическая программа Замбии, в Африке есть настоящая космическая отрасль. Считается формально, что первым африканским спутником стал Nilesat-101, созданный и запущенный Европейским космическим агентством ЕККА в 1998 году по заказу Египта. Конечно, он не был сделан и запущен самостоятельно. Были построены в Египте 2 наземные станции для работы с ним, на которых был местный персонал, а компания Nilesat успешно работает до сих пор и представляет услуги спутникового телевидения. Запущенный в 1999 году Сунсат был произведен и сконструирован в Стелленбосском университете ЮАР. Спутник весом 64 килограмма, с простым оборудованием, построенный в условиях нехватки рабочих рук и денег. Проработал успешно 696 суток и подарил бесценный опыт команде. В космос отправились спутники Алжира в 2002 году и Нигерии в 2003. Они были созданы британской компанией SSTL, относящейся к DMSC спутникам для мониторинга чрезвычайной ситуации и дистанционного зондирования Земли. Ганна запустила свои кубсаты GANASat-1 в 2017 году, созданный с помощью японского технического института Кюсю, который помогает странам создавать свои первые спутники. Спутник Кении 1 KANS-PF, созданный при помощи Японии, был запущен в 2018 году. Первый спутник Анголи NGSat-1, созданный в РКК «Энергия», практически сразу вышел из строя после запуска. По сообщениям в СМИ, его потерю компенсируют российские ретрансляционные спутники. С 2012 года озвучивается идея создать свое африканское космическое агентство. Инициатором был президент Судана. Большой интерес к этому проявлял Египет, предлагая сделать у себя штаб-квартиру будущего агентства. Называлась даже примерная дата открытия агентства в 2023 году. Большой активности в этом направлении нет, судя по отсутствию свежих новостей. Конечно, если не считать ту новость, с которой я начал этот выпуск. Если сопоставить все факты, выходит, что будущее африканское космическое агентство будет размещаться с 2023 года на территории России. Возможно, поэтому заключили договор с Зимбабве. Конечно, очень жаль. Если бы совместить весь полученный опыт, все успешные космические агентства мира, страшно даже подумать, чего бы смогло добиться тогда человечество. Но это только мои мечты. Стремление любой страны иметь свою космическую программу совершенно ясно и понятно, так как рано или поздно в любой стране возникает большая потребность в квалифицированных научных работниках и инженерах, а это в свою очередь приводит к резкому техническому скачку в развитии любой страны в целом, а не затихающее топтание на месте.
По большому счету, тогда нет никакой разницы в том, что будут строить. Ракеты или трамваи, батуты или лифты. Главное, чтобы строили и развивали свое государство. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.